Приветствую вас, друзья! Я Владимир Козловских, а это канал «Золото, валюта, богатство». В этом ролике мы обновим и откорректируем предыдущий краткосрочный прогноз. И в следующем ролике посмотрим пример управления структурой сбережений золото-доллар на основе этого прогноза в январе 2020 года. Но сначала посмотрим результаты предыдущего прогноза. Прогноз был сделан в ролике «Золото-доллар 1. Часть 1. Краткосрочный прогноз на 3-9 месяцев» 2 декабря 2021 года. Находится он в разделе 2СЦ в плейлисте «Золото». Ролик вышел 2 декабря прошлого года. Ссылка на этот ролик на экране этого ролика, в конце ролика и внизу в тексте описания содержания ролика. Тем, кто не смотрел этот ролик и ролик с глобальным прогнозом на 10-15 лет или подзабыл их содержание, рекомендую посмотреть. Потому что я буду опираться при описании текущей ситуации на выводы, сделанные в этих роликах. Сначала мы проанализируем результаты предыдущего краткосрочного прогноза, сделанного 2 декабря прошлого года, а потом сделаем новый прогноз. А в следующем ролике дадим пример плана управления структурой сбережений золото-доллар на январь этого года. Но перед тем, как проанализировать результаты предыдущего прогноза и сделать следующий, я сделаю очень важный акцент. Все, что было в предыдущем прогнозе и то, что будет в этом, относится исключительно только к структуре сбережений золото-доллар. У золота против рубля или у другой валюты против золота своя динамика и несколько отличающаяся трактовка. Именно эти отличия в основном и задают динамику валют друг к другу. Поэтому те результаты и рекомендации, которые мы сейчас будем обсуждать, нельзя автоматически перенести на рублевую часть сбережений. Структуру сбережений золото-рубль мы начнем смотреть сразу, после примера управления структурой сбережения золото-доллар. После рассмотрения рубля я покажу, как определять соотношение золота, доллара, рубля и других валют в сберегательном портфеле. В предыдущем прогнозе абсолютно точно была спрогнозирована зона наиболее вероятного пребывания золота. В прошлом прогнозе мы предполагали, что золото будет в основном находиться в пределах зоны 1720-1860. Границы этой зоны, вот они, показаны тонкими синими линиями. Вот предыдущий месяц. Золото колебалось, в общем-то, даже хуже, чем мы прогнозировали. Оно не вышло за пределы 1750-1830. Происходит, как раз и спрогнозированное в прошлом ролике, сужение зоны колебаний золота. Повторю правило, почти мантру. Чем сильнее сужается диапазон колебаний и чем дольше продолжается его сужение, тем мощнее будет прорыв и последующее движение в направлении, куда этот прорыв произойдет. Еще раз подчеркну, суть происходящего на рынке золота последние 1,5 года. Это коррекция роста золота, вот этого тренда, с начала 18 по 20 год. Наиболее вероятное краткосрочное поведение золота, то есть движение в течение нескольких месяцев или кварталов, это продолжение этой коррекции в более долгосрочном плане, то есть как минимум 3-5 лет. Более высокая вероятность имеет продолжение вот этого долгосрочного движения. Переходим сейчас в 5-летний график и смотрим. Я говорю вот об этом долгосрочном движении. Вот оно. Причем глобальное движение все. Вот оно. Вот это его составная часть. А вот это вот еще одна составная, более мелкая часть, о которой мы только что говорили, которая началась в 2018 году.
Переходим обратно. Основной вопрос, когда и где закончится вот эта вот коррекция. Это все, что нас, в общем-то, и интересует. По большому счету, выбор идет между двумя сценариями, у которых есть аналоги в прошлом. Мы сейчас перейдем, мы сейчас сожмем график, и я эти аналоги покажу. Аналоги это условные, и скажу два пока плохо понятных вам слова. Постепенно вы к ним привыкнете и начнете чувствовать и ощущать, что они означают. Эта аналогия, во-первых, фрактальная, то есть не будет полного сходства, а только некоторое масштабное подобие. Во-вторых, аналогия это вероятностная. Условными аналогами того, что происходит сейчас, можно считать либо ситуацию 2006-2007 года, вот эту. Это сценарий так называемой плоской, то есть неглубокой коррекции, после которой продолжился рост. Но вот у этой коррекции чуть меньший временной масштаб. Либо второй возможный аналог того, что происходит сейчас, это ситуация 2012, 2013, 2014 годов. Вот это вот. Это сценарий так называемой зигзагообразной, более глубокой коррекции. После нее, так же как и в 2007 году, вот после нее ситуация начала развиваться, продолжился рост. То есть сакраментальным и наиболее всего интересующим нас является вопрос, каковы условия прекращения вот этих вот телепаний и возвращения к направленному движению. Подчеркну, в нашей ситуации направленное движение – это не только продолжение глобального роста, но и пока возможное углубление коррекции по второму сценарию. Вот поэтому. Или более жадный вопрос, где минимум, от которого продолжится рост. Условия прекращения и углубления коррекции мы подробно обсуждали в предыдущем краткосрочном прогнозе. Так, вот, сужаемся. Там же мы описали детали движения золота при выполнении этих условий. Это характер и продолжительность тренда вверх, если будет реализован критерий возобновления роста, а также возможную глубину коррекции, если будет реализовано условие на ее углубление. По большому счету, этими критериями начала движения вверх или вниз пока являются выход цены за границы диапазона либо 1670, это критерий для движения вниз, либо выход за значение 1920. Вот синие линии обозначают этот диапазон. Пробой вверх вот этого уровня 1920, вот этого места, будет означать переход золота в диапазон 1830-2500. То есть вот в этот диапазон. При этом высока вероятность пробоя вверх вот этого уровня 1970. Вот он. Это чуть выше максимума прошлого года. Вот этого. Если это произойдет, то резко увеличится вероятность продолжения глобального роста. Вот сюда вот. Дополнительные условия развития этого сценария появятся только после пробоя уровня 1920, если этот пробой произойдет. В случае, если произойдет пробой вниз уровня 1670, вот этого, то это будет означать резкое увеличение вероятности углубления коррекции вниз. Если это произойдет, то золото будет падать как минимум до диапазона 1500-1600.
Примерно вот в этой вот области. На графике эта зона показана двумя светло-зелеными линиями. Вот этими. Сейчас пока вероятность развития ситуации по второму сценарию, то есть по сценарию колебаний в диапазоне 1700-1860, то есть вот здесь, или углубление коррекции, имеет чуть более высокую вероятность, чем вероятность прекращения этой коррекции и возвращения к росту за пределы максимума 2020 года. Вот этого. Подчеркну, я сейчас говорю не о том, что будет обязательно, а говорю только, что один сценарий, то есть сценарий продолжения колебаний или углубления коррекции, имеет чуть-чуть более высокую вероятность, чем сценарий перехода к продолжению глобального роста. Ну, вот сюда вот. Снижение этой неопределенности между сценариями произойдет только тогда, когда будет пробита либо верхняя, либо нижняя граница диапазона 1670-1920. То есть нижняя граница, верхняя граница. Пока одно из этих условий не будет выполнено, устойчивого и направленного движения в течение хотя бы нескольких месяцев не будет. С течением времени, через месяц-два, эти критерии разделения сценариев изменятся. И постепенно зона разделения сценариев будет сужаться. Но это сужение будет продолжаться, если не произойдет реализация действующих критериев на выход из зоны. То есть вот этого и вот этого. Первое изменение критериев и сужение зоны разделения сценариев я прогнозирую на следующий месяц, то есть на февраль. По сравнению с прошлым краткосрочным прогнозом на следующий месяц, то есть на февраль, я сужаю зону наиболее вероятного нахождения золота до диапазона 1760 и поднимаю вот эту вот линию. 1860. Верхняя граница на февраль остается здесь же. То есть вот диапазон наиболее вероятного нахождения золота, который я прогнозирую на февраль. Если описанных выше пробоев вот этого места и вот этого места не произойдет в течение января и начала февраля, то произойдет существенное сужение зоны разделения сценариев. А напряжение на рынке золота, валют и процентных ставок еще более усилится. Помимо диапазона движения золота в нашем предыдущем краткосрочном прогнозе по золоту, нам удалось на его основе очень точно описать логику предстоящих политических событий, то есть внешнего новостного фона. Это иллюстрация того, что не новости движут рынками, а рынки, в частности золото, за счет действий инсайдеров отражают реальное состояние и подсказывают характер предстоящих событий. Сами события рынок, конечно же, предсказать не может. Мы предполагали, что в связи с саммитом демократии Байдена, то есть штатом, для консолидации необходим какой-либо хайп для доказательства агрессивности не демократии, представителями которых как бы являются в первую очередь Россия и Китай. Подготовку этого хайпа я обосновывал движением доллара и золота к рублю в октябре. Очевидно, что путч в Казахстане с последующим вмешательством России и был именно таким хайпом. Второе направление этого путча – напряг для Пекинской Олимпиады и дискомфорт для переговоров Си, Моди и Путина на этой Олимпиаде. Или их срыв по соображениям безопасности. Но необходимо отдавать себе отчет в том, что подготовка таких мероприятий, как путч, с одной стороны не происходит мгновенно, а с другой стороны их успешность очень сильно зависит от скоординированности и согласованности действий внешних и внутренних игроков. А именно поэтому в первую очередь нанес удар ультиматум России Западу. Фактически Россия нанесла упреждающий удар, резко усилив неопределенность по поводу оценки ее ответных действий в этой ситуации. А с другой стороны, она своим ультиматумом спровоцировала противника на действия, которые он вынужден был производить в сильно изменившихся обстоятельствах. Основной удар ультиматума пришелся по внутренним военно-политическим коммуникациям США, и возникла их перегрузка.
В этих условиях качество управления бунтом в тридевятом царстве, тридевятом государстве упало. Америка – бюрократическая страна. Страна регламентов и процедур. При неожиданной перегрузке они дали сбой. И в Казахстане мятежники в этой ситуации, по всей видимости, во-первых, отклонились от первоначального плана, а во-вторых, не получили поддержки по всем планировавшимся каналам. Плюс однозначная и мгновенная реакция России, именно в соответствии со своим ультиматумом. По-моему, вся эта ситуация в Казахстане очень сильно напоминает операцию НКВД «Трест» в 20-30-х годах против белогвардейского подполья в Советской России. Как мы отмечали в предыдущем прогнозе, подъем доллара на российском валютном рынке начали в последних числах октября. К началу декабря, то есть к преддверию саммита демократии, была отрисована аккуратная трехкомпонентная импульсная волна. Это очень сильный признак того, что в ближайшем будущем должно, после окончания этой отрисовки, должно было быть ее достаточно серьезное продолжение. Наиболее вероятным по внутридневным и данным возобновление атаки на рубль виделось где-то так между 6 и 8 декабря. Но в эти дни у подготовителей атаки что-то пошло не так. Поскольку как мятежи действия типа декабрьского ультиматума России не берутся на пустом месте, то, по всей видимости, и круги по дипломатической воде об ультиматуме пошли несколько раньше, еще до 17 декабря. По всей видимости, это слегка и нарушило повстанческие и валютно-спекулянтские планы. В итоге бунт произошел, но в сильно дисконтированном и скомканном виде. По идее, это должен был быть процесс по типу украинского Майдана. Но он пошел по сирийскому сценарию, причем с сильным белорусским акцентом. И похоже, поскольку уверенность у спекулянтов в успехе мятежа к концу декабря сильно уменьшилась, доллар на второй этап роста стартовал не в первой декаде декабря, а только 30-го. И на сессии Today так до сих пор не произошло пробоя максимума ноября – 75 рублей 88 копеек. На мой взгляд, правильно оценивать рынки нужно именно по сессии Today. Но это чисто мое. На основе собственной статистики частное мнение. Отрисованная в октябре конфигурация роста доллара все еще подразумевает достаточно высокую вероятность продолжения роста доллара к рублю. Для увеличения этой вероятности необходимо, чтобы на сессии Today был пробит максимум ноября 75 рублей 88 копеек. Пробой этого максимума будет с одной стороны означать увеличение вероятности достаточно масштабного ослабления рубля к доллару, а с другой этот пробой будет означать, что рост вероятности каких-либо очередных обострений России с Западом или предвещать серьезные катаклизмы на мировых фондовых рынках. В ситуациях, когда фондовые рынки сильно падают, первая реакция валютных рынков – это рост доллара. У США стартовая позиция по ультиматуму России была крайне тяжелая. Фон переговоров – недавние провалы в Карабахе, Белоруссии и Афганистане, а теперь и Казахстане. Первый, кому сейчас нужно очень внимательно смотреть на то, что будет происходить в Казахстане, это Киев. Афганистан и Казахстан – это калька того, как Запад сольет своих незалежных агентов. Прибалтам тоже нужно очень внимательно смотреть и мотать на ус. По поводу их участия в НАТО тоже уже какая-то невнятность возникла. В каком-то смысле катастрофический сценарий бегства США из Афганистана – это некая точка бифуркации внешней политики США. В этом смысле, по-моему, это событие аналогично падению Берлинской стены в 1989 году. Полагаю, что Владимир Владимирович тоже ощущает эту аналогию. Вообще-то Владимир Владимирович, когда рассказывал о том, чему его научила Ленинградская улица, немного не договорил, когда говорил, что если драка неизбежна, то нужно бить первым. Он не договорил о том, что бить при этом нужно предводителя. Чуть было не сказал предводителя дворянства из 13 стульев. Так вот, бить нужно предводителя Команчи. Тогда табаки сразу начнут тормозить в нерешительности и внимательно наблюдать за поведением предводителя. Что, в общем-то, и было сделано при помощи ультиматума. Он был адресован в первую очередь
не безликому НАТО, а непосредственно США. Более удобной для России реакции Штатов и пожелать было нельзя. На тех же ленинградских и других улицах стратегия ответа США называлась бы «переводить стрелки». Штаты допустили стратегическую, поведенческую и переговорную ошибку. Они поставили Европу в позицию, в которой ей необходимо было не произносить пространные речи о правах человека, об одобряемся и о европейских ценностях, а проявить взрослую, очень конкретную и членораздельную политическую субъектность по вопросам стратегической военной безопасности. А Европа, если и способна к членораздельности, то в несколько иной области и в несколько иной позе. Очевидно, что ключевое противоречие, которое продиктовало эту ошибку, это вопрос бабла. У Штатов не хватает ресурсов. Не хватает ресурсов на гонку в гиперзвуке, в подводных беспилотниках, на формирование военной инфраструктуры в Юго-Восточной Азии, на реконструкцию внутренней инфраструктуры, на модернизацию военного и гражданского ядерного комплекса. И еще не хватает ресурсов на туз в рукаве у Путина. Но Путин разведчик, а их бывших не бывает. Значит, туза два. И все три козырные. Полагаю, что и в катастрофическом бегстве США из Афганистана финансовый вопрос сыграл одну из ключевых ролей. По всей видимости, американские военные высоко оценили риски сбоя в финансировании армии и решили не рисковать, а быстро вывести хотя бы только людей. Поэтому раздельная переговорная позиция США и Европы – идеальная ситуация для расширения внутри Атлантического раскола. И время выбрано очень удачно, чтобы вероятность холодов и нагрузки на энергетику была повыше. Как только кто-нибудь из переговорщиков или оппонентов что-нибудь резко чирикнет, то стоит Владимиру Владимировичу спросить у Миллера: «Я не расслышал, что он сейчас сказал», как спекулянты радостно начнут открывать лонги в газе, и цены на него начнут подниматься. А электоральная база переговорщиков начнет теребить своих русских друзей на предмет обучить их правильному русскому мату, чтобы высказать свою лояльность Брюсселю на понятном нефтяникам и газовикам языке. Все это, конечно, шутки на самом деле. Ультиматум более масштабен, чем события в Казахстане. Рисунок событий в Казахстане только подтвердил серьезность намерений России кардинально изменить стратегию и тактику своей внешней политики. Переговоры, ожидаемые наиболее вероятно, никакой конкретики не принесут. Слишком уж тектонический характер носят предполагаемые изменения. Начавшийся с передачи ультиматума процесс будет очень многоплановым и очень масштабным. Валютные рынки уже давно отрисовали готовность к масштабным колебаниям. В этом смысле динамика рубля к доллару и золоту, которую мы начнем смотреть через один ролик, будет очень неплохим прогнозером и трактователем предстоящих событий. Ключевым следствием ультиматума для рынков будет постепенный рост напряженности в ожидании действий России. Это будет добавлять динамики наметившемуся росту рыночных процентных ставок. Сейчас нужно уже больше смотреть на рыночные ставки, а не на ФРС. В 90-х в России были периоды, когда ставка ЦБ отличалась от рыночной на десятки процентов вниз. У начинающегося в США и Европе роста рыночных процентных ставок есть фундаментальная причина – последствия циклопических эмиссий. А эмиссии, в свою очередь, отчаянная и неэффективная попытка борьбы с развивающимся системным экономическим кризисом. Ультиматум России и его последствия катализируют эти процессы. Кроме военных и военно-технических действий для достижения целей ультиматума, у России также есть очень ощутимые возможности экономического воздействия на США и на Запад. В ответ на усиление санкционного давления Россия может закрыть поставки золота на Запад. Эта мера и угроза перехода в обеспечение рубля только золотом может сильно затмить возможное отключение России от СВИФТа. Это практически неконвенциональное оружие. Помимо этого, Россия может прекратить поставки энергетического урана в США. А это несколько десятков процентов в атомном энергобалансе США. Это очень сильно дестабилизирует энергетический рынок Штатов и резко снизит их предложение сжиженного природного газа на внешнем рынке. А это мгновенно отразится на устойчивости
энергетического рынка Европы. Также Россия может закрыть поставки в США титана. Тем более, что сейчас начинается рост потребления титана внутри России в связи с увеличением производства авиационной техники. И титан это материал для изготовления корпусов гиперзвуковых ракет, а их в России и Китае начинают запускать в промышленное производство. Полагаю, что Россия в случае расширения санкций также закроет в США и на Запад экспорт ракетных технологий. В первую очередь, это двигатели космических ракет РД-180. Все эти меры крайне жесткие и чувствительные для Запада. Определенные убытки это принесет и России. Но, по всей видимости, первоочередными аргументами для их принятия будут политические причины, то есть более долгосрочные интересы России, которые включают в себя и долгосрочные условия осуществления самой экономической деятельности в России. Фундаментальным изменением, которое с высокой вероятностью проявится на рынке золота в ближайшие несколько лет в связи с стратегическим разворотом России и развивающимся экономическим кризисом, это возможное начало кардинального расхождения глобальных сценариев движения рубля и доллара к золоту. Сейчас они движутся к золоту примерно однофазно. Но есть предпосылки к смене этой тенденции. После рассмотрения рубля к доллару и рубля к золоту мы эту ситуацию будем отслеживать и периодически давать анализ, трактовку и прогноз. Стопроцентно сбылся еще один событийный прогноз, который был сделан в предыдущем краткосрочном прогнозе. Мы делали его в полушутливой форме, через введение аббревиатуры ТИГР, обозначая возможную дугу политико-экономических интересов между Турцией, Ираном, Германией и Россией. Мы ввели туда вторую букву «И», произнося аббревиатуру ТИГР с длинной буквой «И», подразумевая, что более логичный и гармоничный вид эта дуга имела бы при углублении взаимодействия России с Индией. Этот прогноз имел феерическое подтверждение в форме первого за последние 2 года заграничного визита Путина именно в Индию. С подписанием там сотни новых соглашений и контрактов. Причем произошло это буквально за день до телефонных переговоров с Байденом. И вторая крайне важная деталь. Моди, как и Путин, тоже едет на Олимпиаду в Пекин. Это просто колоссальная переговорная возможность для ускорения евразийских интеграционных процессов. В случае, если пекинской тройке, предлагаю оба слова начинать писать с большой буквы, удастся снизить некоторые противоречия и достигнуть определенных договоренностей, то эта встреча будет тем, что не удалось сделать Сталину перед войной – создание антигитлеровской коалиции. В современной ситуации антизадемократической коалиции. В этом случае за явным военно-экономическим преимуществом эта встреча сразу же станет и новой Ялтой. И тогда встанет вопрос о новом Нюрнберге. Иран уже первые претензии по поводу необходимости суда над Трампом выдвинул. У Китая и Индии, наверное, есть свои списки. Там и опытные войны, и гибель миллионов ткачей в 19 веке в Индии. Доверенным лицом Африки, наверное, будет БЛМ. Если что-либо подобное хотя бы маякнет, в очередь встанет весь мир. Посмотрите на русофобство Восточной Европы и некоторых бывших братских народов. Король умер. Да здравствует король. Все это, конечно же, только прогноз, причем в слегка шутливой форме. Сказка ложь, но в ней намек. Этот полушутливый прогноз обозначает одну из самых крайних точек поля возможностей развития ситуации в текущих условиях. Но Запад при оценке этой ситуации и выработке контрмер будет делать так же и оценит максимально грозящие ему риски. Поэтому в период с начала переговоров России с США, НАТО и Европой и до начала Олимпиады в Пекине я определяю очень высокую вероятность каких-либо очень острых провокаций по контуру Китай, Индия, Россия. И, соответственно, не менее острых ответов в обратном направлении. В этом смысле Казахстан только первая попытка. Результаты переговоров России с Западом будут контекстом и одной из самых главных тем обсуждения тройки лидеров России, Китая и Индии в Пекине. Напомню, что эта тройка – первоначальное ядро БРИКСа.
В следующем ролике мы посмотрим пример возможного управления структурой сбережений золото-доллар на основе краткосрочного прогноза. И этот следующий ролик выйдет сразу вслед за этим. Друзья, имея в виду, что материалы всех наших роликов связаны общей логикой следования материала, я стараюсь предугадать ваши вопросы и делаю ссылки на ролики, материал которых связан с просматриваемым вами роликами. Я, естественно, не могу предугадать все ваши вопросы и полностью постичь полет вашей мысли. Поэтому, чтобы иметь полный доступ ко всем нашим материалам, анализам и прогнозам, не пропускать их выход и помочь нам в развитии, подписывайтесь на нас, пожалуйста. Всем меткости и прозорливости и до встречи на нашем канале.